Вот такой вот Magixi C500 Pro с SATA интерфейсом для установки SSD и жестких дисков. Плюс T2 интерфейс и S2 интерфейс. Или как же вы, китайцы, меня уже задолбали. На канале Технозон. Поехали. Слушайте, ну меня начали просить сделать обзор на эту приставку и сказали, что она очень достойная. Мы, конечно же, как всегда, поверили, в кавычках, и заказали ее за свои деньги. Обошлась она нам ни много ни мало, больше, чем $100, в районе 115 баксов. 115 баксов за приставку с якобы классными возможностями. И я раньше сталкивался с продукцией Magixi, она была более-менее нормальная, но здесь китайцы просто превзошли себя. Что мы вообще имеем? Давайте обсудим. Это S905X3 процессор, 4 на 32, здесь есть 5 ГГц Wi-Fi, есть S2 и SS2 и TT2 тюнеры для подключения антенн. Слушайте, он горячий сейчас, я его только снял с тестов. Есть LAN J45 на 100 мегабит, есть оптический SPDIF, аудио-видео выход, есть у нас HDMI и разъем питания. Сбоку у нас есть USB 2, USB 3 и плюс есть еще разъем для TF-карт. Казалось бы, все, но не все. Внутри у нас есть еще SSD, вернее SATA интерфейс для подключения вот таких вот SSD-шек. Ну или вау. Ну или HDD. Да неважно уже что-то подключать, вообще стоит ли подключать. Короче, ребят, что сделали китайцы? Я сейчас рассказываю в двух словах, а потом вы идете и смотрите всю правду об этом чуде. То, что вы сюда установите SSD, я не понимаю, для чего можно установить, потому что доступа к записи SSD диска нет. Дело в том, что они забыли включить в свою прошивку очень важный компонент, который называется Documents. Это системное приложение, которое позволяет выбрать папку для записи на этом самом SSD диске. К тому же, этот SATA интерфейс реализован через USB Hub, и скорость записи и чтения на этот SATA USB Hub ниже даже, чем на жесткий диск или на SSD, подключенный через USB 3 контроллер. Это факт, мы это покажем. То есть вы себе вдумайтесь, что сделали китайцы, какого вообще они черта это начали делать. То есть они сделали SATA интерфейс, который хуже, чем USB 3. Ну, твою налево, логика. Притом на который нельзя записывать. То есть для чего он мне? Ладно бы сделать нормальный Samba сервер, встроенного Samba сервера нет, придется поднимать какой-то сторонний Samba сервер. Но его будет постоянно гасить и запустить с root правами не получится, потому что здесь нет root прав, соответственно не работает автофреймрейт. И соответственно залить туда системное приложение, ну через ADB можно конечно помучиться, но мало что у вас получится нормально работающего. Что еще мы с вами ловим? Ловим мы здесь дикий перегрев, а все из-за чего? Дело в том, что вроде бы все правильно сделано, то есть у нас по принципу конвекции здесь есть хорошее охлаждение, хорошие диффузоры, здесь есть даже диффузоры сверху, для того, чтобы захватывало снизу, выходило сверху, и вроде бы все должно было бы работать. Но верхняя крышка у нас летая. Это ладно мелочи. Но когда мы устанавливаем SSD диск, что мы с вами получаем? Давайте. Установили SSD диск, и мы получаем литую пластину. Классно, оно там все варится внутри. SSD диск нагревается до невероятных температур. И вот здесь китайцы, они пошли, знаете, такой шах конем. И они решили разыграть такую партию, они решили сделать охлаждение, знаете, вот как через термопрокладку выводят охлаждение на корпус. Так вот, они вывели вот эта вот металлизированная губка, такую же губку использовали АЗВ, белинки, которые подключали, вернее, радиатор на верхнюю пластину охлаждающую. То есть они это сделали на что? На кусок пластика. То есть пластик это вообще шикарный рассеивающий материал. То есть он скорее всего как металл, поэтому это стоило делать. Нагрев это все равно SSD диску добавляет даже, потому что это все опять же там запекается потихоньку. Ну, короче, он нагрелся до 80 с мелочью градусов в тротлинг-тесте, и при этом тротлинг наш составил, он был сумасшедший тротлинг. У нас процессор не поднимался выше 1 ГГц. Мы потом начали активно охлаждать с помощью такого вентилятора, получили 1,9, ниже 70 градусов мы нормально его не охладили, было пару раз 68-69, но все это время он потом работал 75 градусов. Я вот сижу и не понимаю, что с этим делать. При этом, когда мы включили приставку на тесты, на съемки, мы до этого ее тестировали уже, мы понимали, что это такое, мы включили антенну Т2, и у нас работало с самого начала телевидение.
Но в процессе нагрева это телевидение просто-напросто отвалилось. Оно просто перестало работать. S2, S и S2 тюнер хоть как-то работал, а T и T2 работал крайне с трудом. Он просто потерял свой сигнал. То есть ее нужно активно охлаждать. Торренты мы не смогли проиграть больше 30 гигов, IPTV телевидение работает, и YouTube 4K 60 FPS работает. В принципе, больше ничего о ней говорить не буду, никаких игровых возможностей я тестировать на ней не буду, потому что это и так говно, а подогревать это говно еще сильнее, будет сильнее вонять, поэтому я вот как-то не очень сильно настроен на это дело. К тому же наличие SATA интерфейса изначально подразумевает под собой 1000 мегабитный LAN для того, чтобы можно было организовать нормальный Samba сервер. Но и этого здесь невозможно сделать. Ваш SSD диск, скорее всего, очень быстро сгорит, и мы получим вот то, что получим. И это будет печально. Дело в том, что здесь единственное, что хорошее, это Wi-Fi 2,4 ГГц. Он показывает на MUMIMO роутерах или на MUMO, как его называют, больше 130 мегабит. Это правда. Все, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылка на этот чудесный ТВ-бокс на C500 Pro лежит в описании под видео. Если вам интересно, сколько стоит, или может быть вы все-таки хотите его купить, то, конечно же, милости просим. Но перед тем, как перейти к самому обзору, я хочу обратить ваше внимание на пульт всего девайса. Многие из вас знают по моим обзорам ZID, например, что я люблю расширенные пульты. Здесь это такой вот пульт. Я его специально даже распакую. Я лишу его девственности. Я сорву ему пленку. Но это уникальный пульт. А знаете, что в нем уникально? Во-первых, это размер. То есть для того, чтобы мне его обнять, то есть им оперировать, это не пойми, что надо. Он напоминает очень сильно пульт от Sony, только эргономика говно. Вот по размеру это как вот моя, не знаю, как называется эта кость. Напишите мне, я не медик вообще. Напишите в комментариях, как называется эта кость. Но размер этой херни вот такой вот. Вот. Чуть меньше, чем моя писька. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Ну слушайте, вопрос в другом, что эргономика заключается в том, что цифровая клавиатура, если уж вы его заявляете как DTV-бокс для проигрывания вот этих вот ТВ-каналов эфирных, то цифровая клавиатура для переключения, она находится вверху. И если вы оперируете, допустим, Volume Up, Volume Down Channel и навигационным кольцом, то потом вам необходимо переползать каким-то образом и потом опять вниз. Это просто трэш. Это просто трэш. Помните, в детстве был мультик, я не знаю, может быть, кто-то из вас моложе, чем я, был такой мультик He-Man, там такой He-Man, тара-та-тара-та-там, властью серого черепа, сила у меня. Он доставал такой меч, вот здесь вот властью серого сила у меня. Короче, пульт полное дерьмище. Все, переходим, рассматриваем, больше там в коробке смотреть нечего. Поехали. Ох, разбор полетов. В общем-то, 76 градусов простое. То есть мы, когда тестируем приставки, мы ставим их на час в студии в состоянии простое. Они должны простоять час. Вот мы видим 77 уже сейчас градусов простое. И потихонечку в простое она потихонечку нагревается. Ну, как-то ладно. Слушайте. Magixi, да, у нас есть DVB-T, DVB-S2, вроде бы для того, чтобы поднять шаринг, надо нам какие-то моменты с root правами, не надо, это уже дело третье. Но вот для того, чтобы у нас нормально работал жесткий диск, который у нас подключен, ну у нас SSD, да, вставлен, я уже показывал, как он вставлен, вот мы его видим в хранилище, видите, 240 гигабайт и подключен еще USB накопитель на 480. Первое, что бросается в глаза, это то, что отмечено USB накопитель. Сейчас чуть позже покажу в AIDA 64. Но к чему я веду? Для того, чтобы хотя бы этот накопитель работал в качестве, допустим, хранилища, то хотя бы надо было сделать Samba сервер. Где Samba сервер в настройках? Китайцы. Вы вот начинаете меня раздражать вот такими вот поступками. То есть объявили: ура, у нас TV-бокс SSD. Что может этот TV-бокс SSD, пока что непонятно. На версии Android 9 вот какие-то сборки они показали, DTV у нас там есть, все отлично. Больше ничего здесь нет. То есть это самые обыкновенные пустые настройки боковые андроида. Есть у нас еще дополнительно меню Droid Settings. Давайте мы сейчас зайдем. Здесь самые тоже обыкновенные настройки, где у нас есть поддержка от 480p до 4K 2K SMPTE. Здесь написано Dolby Vision, который не работает. Нахрена они его сюда влепили, тоже непонятно. И я включил HDR10, и он пошел в перезагрузку. Ушел в перезагрузку на HDR10 и висит перезагрузка. Так, зеленый экран.
Зеленый экран. Давай, что мы там покажем нам интересного. О, Smartbox. Видели, какая цветастая заставочка? Ух ты, включили HDR10, все заработало. Ладно, тестируем дальше. Что же у нас с Android Settings? Еще больше ничего у нас тоже нет. Аудио output есть. Все то же самое, что в... Куда? Что включается? О, знаете, что они сделали, эти придурки? Они сделали при включении бокса, сразу включается DTV. Ну, T2 справедливости ради работает. Давайте мы его сейчас выйдем из него, потом будем возвращаться к T2 в мультимедийке. Короче, у нас здесь есть в аудио output возможность влиять на рассинхрон звука, то есть его убирать для HDMI и RC. И это, в принципе, нормально. Можно выбрать у нас форматы звука, мы их тоже проверим. Больше ничего у нас нет. Есть только меню настройки чистого андроида. Хорошо. Почему я, допустим, был критичен, когда увидел USB устройство на встроенном накопителе? Блин, зашли в AIDA, висим. Зашли в AIDA, висим. Все, загрузилось. Все, у нас наш температурный датчик висит 80 градусов. Центральный, слушайте, оно начало виснуть. Она, скорее всего, ушла в дикий тротлинг. Система Droid Logic, Franklin, это платформа 4 на 32. Тут как бы все в порядке. И теперь вот центральный процессор, это AMLogic S905X3, 4 ядра по 1,9 ГГц, которые сейчас остановились на 1000. Я понимаю, что она, скорее всего, в тротлинге в каком-то, непонятно. Mali G31 отвечает у нас за видеоускорение 3D, и сеть у нас... Давай, ну куда ты? И сеть у нас законнекчена с классным connection speed 867 мегабит. А вот теперь переходим в устройство. Давайте. И видим у нас вот такую вот штуку. USB 3 хаб. У нас USB 3 через хаб. И USB ATA Bridge, это значит, что здесь SATA интерфейс построен через USB Bridge. То есть это фактически обыкновенный SATA USB адаптер. Это не так, чтобы они распаяли шину USB и сделали что-то. Нет, это через хаб. Это SATA через хаб. Просто они сделали в корпусе место для него. Не более. То есть рассчитывать на то, что здесь быстрый будет SATA, не стоит. 81 градус. По сетевым возможностям, ну давайте вот протестируем что-то. Ну я понимаю, что она уже тротлит на текущий момент дико и невероятно. То есть сумасшествие. То есть со встроенным жестким диском, со вставленным, это невероятно ужасно работает. Давайте выходим. Давайте Trial LAN, стартуем на внутренние сервера нашего провайдера и получаем здесь какой-то вот непонятный результат, и он, чем горячее приставка, тем хуже результат. Потому что мы получали, конечно, больше, там стабильно больше 200, но вот мы сейчас имеем там в районе 200. При том, что роутер недалеко. Это роутер MU-MIMO, и на таком же роутере у нас другие приставки на 5 ГГц получали по 300 и по 350 мегабит. То есть здесь, в принципе, модуль 5 ГГц неплох, но это далеко не самый лучший модуль. Стартуем 2,4 ГГц и получаем результат. Давай, удиви нас. А ну, удиви. Мы получаем результат. Хороший результат. То есть сетевой модуль на 2,4 ГГц здесь более чем классный. 115-116 мегабит на MU-IMO роутере, и у меня тут претензий нет. Это на загрузку 115 и на выгрузку 130-140. Что это? Это 2,4 ГГц, ребят. Хочется попробовать LAN RJ45. Тестируем на том же внешнем, вернее, на внутреннем сервере нашего провайдера. И получаем 100 мегабит. То есть 100 мегабитный LAN для ТВ-бокса с SSD. Это же логично, да, для организации самбо-сервера это отличный вариант. Ну, конечно же, в кавычках. Поэтому этот вариант уже как самбо-сервер не рассматриваю. Но это все тоже мелочи жизни. Давайте мы пойдем немножечко по фактам того, насколько бакапорят эти хреновые китайцы. Если я зайду сейчас, например, в ES Explorer, который у меня установлен, ES-проводник, и попытаюсь просто скопировать с одного жесткого диска на другой для того, чтобы понять скорость копирования, ну давайте там какой-нибудь файл типа Joker MKV, вот мы его скопировали. Вернемся домой и перейдем на пустой жесткий диск, нажмем «Вставить». То как-то вот ничего не происходит, да, не правда ли? Вообще выкинула из ES Explorer. Китайцы, вы вообще это тестировали? Ну ладно, давайте попробуем Explore, тот же самый Explore.
Мы, опять же, слева у нас выбран жесткий диск на 224 гигабайта, справа на 500 гигов. Выбираем все тот же файлик и нажимаем копировать. Все, у нас все правильно выбраны, пути все правильно выбраны, нажимаем ОК. И у нас не удается записать файл, написано permission denied. А знаете, что это значит? Что нет разрешений в систему на запись на жесткий диск, который установлен внутрь. То есть, что я должен с этим жестким диском делать? То есть я должен изначально в него записать фильмы, потом вставить и оттуда смотреть. То есть потому что я записывать из ТВ-бокса, из внешней сети на него не могу. То есть это возмутительно. Хорошо, мы отменяем, думаем, что у нас нет каких-то разрешений на запись. Ну давайте пойдем в приложение, давайте пойдем в тот же Explore, в разрешение. Давайте разрешение, и у нас есть доступ к хранилищу. То есть если бы у нас не было доступа к хранилищу, он есть. Вся правда начинает выскакивать уже после того, как мы начинаем использовать, вы на температуру смотрите, ребят, после того, как мы начинаем использовать Total Commander, который способен отобразить, в каком процессе у нас проблема. То есть слева у нас опять выбран тот же самый жесткий диск внутренний, выбираем справа, опа. И мы видим, что у нас защита от записи. Внешняя SD-карта защищена от записи. Необходимо выбрать папку в специальном диалоге Android, чтобы дать ТС права на запись. В следующем диалоговом окне перейдет в корень внешней карты SD и нажмите внизу «Выбрать». Это ключевой момент. С помощью этого дополнительного системного процесса, он называется Documents, вы можете получить разрешение на запись. Но если мы нажмем сейчас «Да», внимательно смотрим, внизу появится уведомление. Нажимаем «Да», мы видим, что Documents App Not Installed, и он необходим для того, чтобы писать. И этот процесс называется COM Android Documents SUI. А его просто-напросто нет в системе. Все очень просто. Дело в том, что здесь нет root прав, это раз. Во-вторых, они используют DTV, который требует отсутствия root прав, и для того, чтобы люди не могли записывать трансляции со спутникового телевидения. Вот как бы так, хотя ПВР встроенный в само приложение есть. Но тут не все. Они это сделали умышленно, то есть для того, чтобы получить вот эту вот отметочку в настройках об устройстве, что у них есть лицензия DTV и сборка DTV. И как только мы нажимаем ОК, то есть, ну все, больше ничего не происходит. То есть зачем нам здесь SSD, непонятно. При том, что у нас нет доступа вообще к этим USB-дискам для того, чтобы, например, протестировать скорость внутреннего жесткого диска. То есть, как мы понимаем, что у нас просто нет этого Documents, мы не видим этот жесткий диск в системе нормально. Давайте нажимаем «Больше». Они у нас есть. Давайте проверим хотя бы скорость чтения данных жестких дисков, потому что, ну, очень хочется увидеть, на что они способны. Здесь есть, в принципе, и USB-диск, и диск SATA. Мы сейчас пробуем диск SATA на скорость чтения, скорость записи, а потом сравним его с USB-диском. То есть мы выбрали сейчас последний. И уже в процессе тестирования я просто-напросто смотрю и охреневаю. 30 мегабайт в секунду на SATA контроллере? Это как? То есть 30 мегабайт в секунду на SATA контроллере? Давайте сейчас я вам скажу, сколько это Mbps умножить на 8. Это 240 Mbps на SATA. Я, честно говоря, в шоке. Ну, для меня это вообще ни о чем. Произвольная запись. То есть там стоит SSD со скоростью записи чтения по 400 мегабайт в секунду. И мы получили 30. Ну, это нечто. И при этом мы имеем среднюю скорость копирования памяти в 1,56 гигабайт в секунду. Ладно, давайте проверим SSD-диск, подключенный на USB. Я не удивлюсь, если сейчас на USB он будет работать быстрее, чем, мать его, встроенный SATA контроллер. Вот китайцы, остановитесь клепать эту хрень. Вот я вас просто прошу. Сделайте уже нормальный ТВ-бокс, его люди будут покупать. Не, на USB, я чувствую, еще ниже будет. То есть USB 3, да, и мы получим еще ниже результат. Это был самый долгий тест последовательной записи в мире вообще. 3 минуты 11 секунд. И что? И требовалось доказать, что скорость в пике на USB 3 выше, чем на SATA контроллере. Вот это вот. Ну, посмотрим. Ну, как я и говорил, 51 мегабайт в секунду для того, чтобы использовать в качестве SSD USB внешний при наличии SATA внутреннего, который работает хуже, чем USB-диск внешний. Мне непонятно это. Вот непонятно, для чего китайцы это делают. Самое хитовое, это сейчас будет тротлинг-тест, потому что здесь из-за DTV рвет производительность системы, конечно, очень сильно. Давайте мы сейчас включим и будем
наблюдать сейчас, вот мы включили, опустимся вниз немножко и будем наблюдать за частотой. Дело в том, что частота, я не видел ни разу частоту в 1,9 ГГц. То есть либо приставка находится в постоянном тротлинге, либо мы сейчас будем делать дополнительный тест под нагрузкой с активным охлаждением. И мы должны понимать, есть здесь вообще частота 1,9 или нет. Потому что сейчас вот это вот показатель performance 9, 10, 12 это 40% от максимальной возможной. То есть у него должен быть performance 32 с мелочью джипс, а мы имеем 10, 500, 12. Что это такое? То есть это опять очередной факап. Пусть сейчас проходит тротлинг-тест в 15 минут, потом мы берем вентилятор и пробуем под нагрузкой, сможем ли мы получить хотя бы какое-то вменяемый какой-то показатель, а потом уже будем переходить к мультимедийке. И вот тут приходит время охреневания. Знаете почему? Потому что я был прав. Максимальная производительность 20 570 джипс. Что это? И максимальная CPU clock, это значит максимальная частота процессора была 1 ГГц. И она так 1 ГГц и держится. Минимальная 7693 джипс. Вообще жесть. График выглядит вот так вот. Ну, график тут из-за DTV может выглядеть именно так, но что-то же отъедает это все. То есть у нас реально частота процессора не работает. Она работает только лишь на 1 ГГц. Давайте мы сейчас вскроем нашу коробку, чтобы у нас продувало ее насквозь. Ну, во-первых, ножик снизу практически не ощущается, да, там стоит она. И поставим на USB вот такой вот кулер, который мы когда-то обозревали для Smart TV боксов. Ставим. Может, надо еще чего-то запитать. Вообще, я открыл запах жесткий. Мать моя женщина. SSD просто невероятно горячий. Невероятно горячий. Ага, частоты начали подниматься. Он начал охлаждаться до 73. То есть у него жесткий тротлинг. Температура SSD сверху на поверхности 50 градусов. Это на поверхности. Что там внутри, мне тяжело представить. То есть SSD нагревается дико. Включаю сейчас USB-вентилятор, для того, чтобы начать хоть что-то продувать. Погнало, снизу очень горячий воздух. То есть это невероятно, конечно, все это сделано. 72 градуса, надо немножко подождать, что же он там нам покажет. Знаете, я подозреваю, что пока мы не снимем SSD, то мы и не получим нормальную температуру, потому что диффузоры охлаждения, которые есть в этой приставке, они находятся под SSD. Это проблемно. Это проблема 71 градус. То есть сколько мы его будем охлаждать, ну его чуть-чуть приподнимем. Все, температура поднялась до 1,9 ГГц. Я сейчас просто коротко запущу тротлинг-тест, для того, чтобы понимать его производительность. Сейчас мы performance увидим. 27, 24, 25 джипс, 23. Ну, она ушла в тротлинг мгновенно до 1,5 ГГц. То есть она уходит в тротлинг при любом раскладе. То есть даже без нагрева до... Сколько у нее сейчас? 72 градуса, она тротлит на 72 градусах до 1,5. Ну, 1,6, 1,5, 71 градус на активном охлаждении. Ребят, тут какая-то ошибка в ядре. Вот серьезно вам говорю. Тут конкретная ошибка в ядре, но производительность поднялась 33 джипс. Слушайте, ну 1,9 ГГц нет. Все. Я выхожу, активное охлаждение, конечно, дает какой-то свой результат, но что с этим всем делать в сумме, я, честно говоря, не понимаю, потому что это очень тяжело будет все сделать. Я закрываю сейчас, или оставить его на активном охлаждении. Ох, это жвачка, которая под поролончик, вернее, металлизированный, под пластиковой крышкой, это хит. Выключаем активное охлаждение. Все-таки будем его тестировать дальше, так как его делает производитель. Улучшать его, честно говоря, вообще не вижу смысла. За такие бабки взять вот такую приставку, что потом с ней делать. Теперь, АФРД, как вы поняли, здесь нет, потому что нет root прав, и как бы они не предвидятся, пока здесь есть DTV. Вот теперь можно переходить к мультимедийке. Мультимедийку начнем с тестов тяжелых файлов и плюс звуковых тестов. Звуковые файлы погоняем. Dolby Digital Plus и DTS. Давайте сразу со звука начнем. Dolby Digital Plus через Stock Player у нас дает Dolby Digital Plus. Это хорошо. Dolby True HD я бы не рассчитывал. Его здесь нет и быть не может. Он транскодируется в Dolby Digital хорошо. DTS 5.1 ядро смотрим.
Простой DTS работает и DTS HD Hi-Res. Давайте пробуем. DTS HD Hi-Res работает как простой DTS. Хорошо, ладно. Есть как есть, выходим. Пробуем Gemini Man проиграть 4К 60 FPS на стоковом плеере, насколько он сможет это все дело декодировать. Давай, поехали. Проигрывает. Справедливости ради скажу, он это проигрывает. Но для меня теперь вот, да, он перематывает, проигрывает, производительности хватает. Для меня, конечно, вопрос, если он нагреется до того момента, как он будет выдавать 1 ГГц, вот это, конечно, момент такой сомнительный. Будет ли он при этом нормально работать? Ну, пускай пока погреется, потом подумаем. Хотя, что самое интересное, на жестком диске он может не нагреться до температуры 80 градусов, 74. То есть мы с жесткого диска можем проиграть, с внутреннего не могу сказать, я туда ничего скопировать не могу. Тестируем YouTube. 4К 60 FPS HDR. Выставим принудительно разрешение. 4К. И включим диагностическое окошечко. Давай. Вы знаете, YouTube в HDR работает, но он ушел в дропы. Он сейчас, да, пошел 285 дропов. Мы сейчас рестартанем YouTube, для того, чтобы понять, как он с самого старта работает. Может, это стартовые какие-то дропы, но чересчур много для стартовых дропов. Один стартовый дроп, ну пусть поиграет. 75 градусов при проигрывании YouTube. В принципе, и температура-то невысокая. Что же с тротлингом у нас происходит? И зачем этот тротлинг было делать? Именно на... Это какие-то ошибки ядра на самом-то деле. YouTube 4К 60 FPS HDR воспроизводится отлично. Тут мы честно все показываем. Зачем нам наговаривать на приставку, если она работает? Пробуем плейлист Омега ТВ на IPTV телевидении. Здесь просто есть достаточно интересные HD каналы. Промокод на Омегу ТВ и сама ссылка на Омегу ТВ на 100 гривен для жителей Украины лежит в описании под видео. Давайте клацаем IPTV телевидение. Ну, здесь как бы вообще вопросов нет. Все очень неплохо проигрывает, но это расстраивает, что мы получили с вами не пойми что, непонятная приставка с непонятными возможностями. Давайте пробуем еще торренты, потом переходим к DTV, к обзору. Выберем Мстители Война Бесконечности, там есть большие торренты. Можем выбрать на 42 гига, посмотреть, как он будет работать, хотя, честно говоря, сильно сомневаюсь. Скорость закачки была отличная, 76 градусов на старте торрента. Сейчас посмотрим, воспроизводит, не воспроизводит. Какой-то буферизации постоянно. Ну и... Так, выходим, попробуем с плеерами поиграться. Пробую с торсерва его воспроизвести еще раз, потому что непонятно. Скорость закачки отличная. Ну, смотрите, 1 мегабайт в секунду, 2,8, 5,2, 5,8, 5,9. Ну, 5 мегабайт в секунду для торрентов 42 гиг, 6,7. Это достаточно хорошая скорость. Ну давай, пробуй, не подведи Виму, давай уже, ждем. Включился фильм. Будешь воспроизводиться или нет? Давай. Или он вывешивается куда-то? Не, пошел воспроизводиться, ладно. Пусть немного проиграется и решим потом, насколько имеет право на жизнь. Фризит, ребят, 42 гига, фризит, при этом так очень даже конкретно. Если у нас такое происходит, то нам необходимо проверить на другом торренте, возможно, здесь мало раздающих. Если это будет повторение, то это мы будем понимать, что мы не можем просмотреть нормально торрент 4К на данной приставке. Качество выберем. Слушайте, а почему Кинотренд выбивает? Ну, на ней даже Кинотренд не работает нормально. Смотрите, в чем вообще вопрос. Ну, я такого вообще не видел. Слушайте, ну, с торрентами у меня как бы вообще не складывается. Давайте поменьше торрент стартанем. Я первый раз вижу такое, чтобы не работал Кинотренд. Он просто сбрасывается. Вот 25 гигов. Давайте пробовать 25 гигов. Пусть загружается. Честно говоря, для меня непонятно. Скорость 1 мегабайт, 2,5, 3,9, 3,5, 4. Короче, достаточно скорость для воспроизведения. Давайте пробовать воспроизвести. Ох, 77 градусов. Да, вы знаете, меньше торрент заработал, без тормозов, без фризов. То есть, ну, мы понимаем, что торренты до 30 гигов он у нас проиграл. Это вот мы просто говорим факт, свершившийся. Пусть немного поиграем, посмотрим на температуру. Да, проигрывается 75 градусов. Интересно. Ладно. Слушайте, ну с торрентами понятно. Давайте теперь немножечко с вами по DTV пройдемся. Сам по себе DTV запускаем очень как-то при нагреве. Я вам расскажу сейчас одну особенность.
При нагреве у нас, видите, S у нас сигнал стал крайне низким. Это все действие происходит, когда она начинает нагреваться. То есть у нас абсолютно нормально работал сигнал, то есть сейчас он там 34%, 38% пляшет. То есть при поиске, вот когда мы с вами включили приставку, там было телевидение, оно работало. То сейчас та же самая антенна на том же самом месте, то же самое у нас стоит и она не работает. То есть у нас в любом случае здесь есть момент именно с Т2 по, видите, качество пляшет. Смотрите, качество до 55, где вообще изображение? Где вообще изображение, ребята? Это как? Давайте я отключу антенну. Давайте, нет сигнала. Давайте я включу антенну. Обратно. Есть видео? Жесть вообще, какая-то жесть. Только что работала, вы же это лично видели, когда я стартовал. Слушайте, я могу показать только меню настроек, потому что реально данная приставка за 100 баксов, ну, давайте в инсталляцию зайдем. Блин, да что ты будешь делать? Реально приставка за 100 баксов, она просто-напросто вытрахивает мозги. Это обыкновенный DTV, который есть на Микулах, например, с теми же самыми спутниками, с возможностью настройки антенны, с возможностью мультискана. Это вот, ребят, те, кто смотрит обзор, я не буду показывать уже, как это работает. Я покажу, конечно, как это работает. Пару каналов, спутникового еще более-менее тянет, Т2 отвалился, уже хрен с ним. У нас есть мультискан, есть список транспондеров. Спрашивать о том, тянет он 4К, не надо, потому что он простой Т2 не тянет. Вы тут про 4К. Есть настройки мотора и есть возможность сбросить данные DTV. Смотрите, мы сейчас с вами просматриваем спутниковое телевидение, оно переключается с некоторым затормаживанием, но при этом тоже справедливости ради работает, в отличие от Т2. Т2 у нас начинает работать при температуре ниже 70, то есть это все еще нужно охлаждать. Все, я выхожу, как бы буду уже резюмировать данное видео, данную приставку, игровые возможности, извините, я проверять не буду, у меня просто-напросто уже не хватает нервов на вот это вот чудо за такие деньги. Переходим. Знаете, наши выводы. Это бежать. Бежать подальше тем китайцам, которые его сделают. Потому что если я заряжу свое ружьишко и доеду до них, их нахуй расстреляю. Потому что вот это вот говно продавать нельзя. Мы однозначно не рекомендуем. То есть мы это говнище не то что рекомендовать. Хотите мучиться, мучайтесь. Хотите охлаждать его, охлаждайте. Хотите морочиться с этим сигналом потери ТТ2, мучайтесь. Но мы не рекомендуем. За эти деньги можно купить приставки лучше. Вообще этот S и S2 и T2 это уже пережитки для Android TV боксов. Они нафиг не нужны. Потому что тюнера спутниковые показывают в разы лучше, чем Android TV Box. Именно спутниковое телевидение. А, допустим, IPTV сюда, так для этого эти тюнера не нужны. То есть это самая бесполезная трата 100 баксов, даже больше, чем 100 баксов на TV Box, который я делал. Поэтому, если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.